Друзья, всем привет! Продолжаем неистово делать гоночный болид. Я вот тут уже подготовил чертежик. Нужно будет изготовить 14 таких деталей. Это будут те части рычагов, которые будут прикрепляться к кузову. То есть, допустим, мы имеем треугольный рычаг такой формы. Здесь будут цельные детали, которые я с грехом пополам за 2 недели смоделировал. Их там просто несколько штук, плюс они левые и правые, плюс я много чего переделывал, некоторые по 5 раз. Хотел изначально выточить их из магния, но, друзья, можете судить по этому белесому оттенку, что магний блестящий, он рано или поздно превращается в окисел. И ничем это дело не остановить, может только какой-нибудь сверхпрочной качественной покраской. Да, даже в принципе колесные диски магниевые гниют рано или поздно. Поэтому буду делать из дюралюминия D16T. Это авиационный высокопрочный дюралюминий, закаленный и состаренный. Эти детали мне поможет Дмитрий и его команда выточить на 5-осевом координатном станке ХАС. На 5-осевом фрезере, друзья. Ну а вот эти, которые закладнушки будут с другой стороны, там где рычаг прикрепляется к корпусу, я выточу сам. Нужно изготовить 14 штук деталей. Я их хочу сделать под ШСы 10-миллиметрового диаметра. Заказал именно такие уже. Очень дорогие они, друзья, но мне кажется, это топовая вещь. А сейчас хочу показать вам, сколько у меня имеется ШСов. Вот смотрите, это первая партия, которую я приобрел. Видите, здесь в основном на 12 миллиметров, есть также немножко на 10, есть на 8, в общем несколько вариантов. Потом еще я приобретал гигантские на 16, очень здоровые и очень мощные. Даже такие приобретал, но правда я себе не представляю, как их крепить. Можно было бы снаружи, наверное, нарезать резьбу, но тогда остается очень мало тела. А крепить за внутреннюю часть, опять же на большом вылете, но это опять же будет не то пальто. Также вот еще несколько вариантиков здесь есть. И еще есть те крутые серьезные ШСы, которые я буду ставить на болид, которые очень дорогие и очень каленые. Хуже всего себя показали ШСы из нержавеющей стали. Они очень мягкие и гнутся как пластилиниум. Также подписчики меня снабдили и продолжают снабжать авиационными ШСами. Вот тут видите целая коробка. Спасибо вам, ребята, большое. Это еще не все. Некоторые ШСы еще в процессе, то есть идут посылки. По-любому куда-нибудь пойдет, там где особенно вот слишком сильно двигается в этой плоскости. Ну а так видите, здесь какие-то маленькие дырочки. Слишком маловаты. Хотя вот этот ШС он на 10, именно тот, что я собираюсь использовать в данных рычагах и под что мы будем изготавливать сейчас детальки. Еще хочется похвастаться тем, как я использовал ваш донат, ребята. Вот смотрите, купил 4 шины за 25 тысяч рублей. Полную смету я, кстати, в телеграм-канале выкладывал. Ссылочку на телеграм-канале оставлю в описании. Эта шина в целлофане у меня была. Это тоже, видите, это 500 миллиметров диаметр, а это 535. Но это полный комплект. Довольно-таки, ну, если это можно так считать, относительно наших дней, свежие шины, свежие слики. Каждый весит около 6 килограмм. Также, ребята, набрал, смотрите, сколько дюралевых плит. То есть, обратите внимание, вот эта 30-ка. Из нее мы как раз таки на ХАСе будем делать рогатки, те самые. Также будем рогатки делать еще из этой плиты. Из нее 4 штуки должно получиться. Она широкая. И там рогатки будут с ушами, на которые крепятся амортизаторы. Ну а вот эти 2 плиты использую под 4 шпангоута. Это будут закладные в карбоновый монокок. Также вот еще обратите внимание на круглячок. Это диаметр 200. Опять же подарок от подписчика, друзья. Ну и вот еще приобретенная на донатные деньги. Это эпоксидная смола. Здесь где-то 10 килограмм. Там гель-коут есть немножко. Также есть еще... Да-да-да, ребята, еще углеродное волокно, углеродная ткань. Есть для вакуумной формовки пленки. Также есть еще распределяющая пленка. Где-то тут она. Вот она зелененькая. Пока что еще не уверен, но возможно будем использовать и эти технологии. Здесь пытаюсь определиться с расположением двигателя, с его высотой, чтобы аккуратненько упаковать все это дело в монокок. Вот хотелось бы поконкретнее определиться, потому что там очень сжато все должно быть, иначе не будет красиво.
нарисовал некий схематоз. Наконец-таки, друзья, я смогу полноценно воспользоваться УЦИ. То есть мне нужно будет единожды все выставить. И вот видите, я нарисовал карту движений резца. То есть видите, тут именно не размеры деталей, а движение резца. Потому что резец, он с шириной получается, сами смотрите, 4 мм. С учетом этого я буду двигаться в направлении патрона и заглубляться на необходимые глубины. Работая чисто по УЦИ. Диаметры выставил, торец выставил, все. Можно гнать детали. 14 штук надо изготовить. Вот что получается, ребята. Здесь немножко не айс, но я буду еще нарезать резьбу и делать фаску. Все будет нормально. Все сделано одним резцом получается и двумя сверлами. Вот такая красота, ребята, получается. Все детали абсолютно одинаковые. Просто роскошь какая-то. Глаз, честно говоря, не оторвать. Это еще пока что полуфабрикаты. Здесь не хватает резьбы и не хватает накаточки. Хочется накаточку сделать, чтобы лучше потом держалась эпоксидка. При изготовлении образовался полный поддон стружки. Стружка безумно красивая, потому что точилось все алмазным резцом. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Я решил выточить еще 8 наконечников. Они будут немножечко другие. Это будут концы под тяги амортизаторов. Немножко доработал УЦИ карту. И сейчас по-быстренькому сделаю еще 8 штучек. Все, душенька спокойно наточил цацок. Теперь можно заниматься их усовершенствованием. Пока наводил движуху, еще приехали ШСы от одного из подписчиков, друзья. Такого плана, тоже с маленькой дырочкой. И тоже с подшипником. Но, ребята, самое интересное, вы себе не представляете в чем. Они титановые. Они все титановые, кроме одной. Есть такой железненький ШС. Хочу их все отмыть, потому что они какие-то законсервированные, сальные, грязные. Поэтому сделаю закваску из обезжирки. А то руки пачкаются. Похоже, что все сразу не зайдут, буду частями промывать. Обезжирочка быстро работает. Ну, наверное, закваску сделаю на ночь. Потом продолжу. Сейчас намываю и привожу в порядок детали. Все-таки, друзья, какие крутые презенты вы мне присылаете. Я просто в шоке, нереально. Ну, эти титановые я вам уже рассказывал. Уже хвалился, насколько крутые. Ну, понятно, титан есть титан. ШСик с подшипниками очень хорошо подходит в систему амортизатора. Потому что там должно проворачиваться через рокер. И лишнее трение там абсолютно не нужно. С ним все время борются. Правда, в основном у них у всех маленькие отверстия. Здесь, в общем-то, пригодная к использованию. Но здесь очень большой вал. Резьбовая часть диаметром 14 мм. Как бы не шибко сильно она подходит.
Хотя ее зато можно в систему подвески, там где рычаги, поставить. И там, в общем-то, тоже на рулевом колесе должно поворачиваться. Ну, не знаю, насчет десятка туда подойдет, не подойдет. Может, какой-то особо высокопрочный болт использовать, тогда подойдет. Эти ШСы, которых гигантское количество, оказались, во-первых, ну, мне кажется, что новыми. Во-вторых, смотрите, какая у них безумная конструкция. То есть и так шевелится, и так шевелится, и так вращается успешно. Таких, если честно, никогда не видел. Ролики от выпадания фиксируются распорными пружинами с двух сторон. Ролики имеют, похоже, форму песочных часов. Люфт небольшой, практически не ощущается. Ребята, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, с какой техники эти ШСы? Судя по всяким таким обозначениям, они тоже авиационные. Но именно с какой техники, с какого узла? Для лучшего сцепления эпоксидной смолы с деталями решил добавить накатку. Нашелся инструмент с продольными рисками. Думаю, это то, что мне надо. Все, процесс закончен. Как ни крути, выглядит все это довольно-таки симпатичненько. Остается только лишь нарезать резьбу. Ну и снять, может быть, еще фасочку красивенькую вот здесь. Сначала я просто намечаю, чтобы шло вертикально, а потом уже дорезаю нормальным ручным способом. Обязательно капельку маслица. Резьба М10 под 10 ШСы. Если захочется сделать 12, можно немножко рассверлить, расточить и перенарезать. Здесь все позволяет. Я тело даже с запасом оставил, чтобы можно было перенарезать. Вот они все детали, ребята, ничего от вас не утаиваю. Получились все резьбы просто идеально. И получились вот такие руки после нарезки этих резьб. Ну, ничего страшного, они отмоются, как и отмоются и детали, потому что все они маслянистые. Давайте посмотрим, сколько килограмм болида у нас еще прибавилось. Так, смотрим. Одна штука рычага весит 41 грамм. Одна штука тяги весит 27 грамм. Все вместе они весят 944 грамма. Что довольно-таки, как по мне, многовато, если честно. Что-то я думал, будет полкилограмма, не больше. Ну, да ладно, это факт, это история, ребята. Ну, что поделать. Вес большой, конечно. Стандартный 10 ШС здесь смотрится не очень хорошо. Такое чувство, что тело закладной детали слишком избыточно. По прочности, по массе. Хоть я здесь и капитально облегчила, но внутри пустотелое, но все равно. Оно реально избыточное, потому что оно примерно раза в 2 больше выдерживает на растяжение и на сжатие, нежели вот эта вот резьба. Но, ребята, я планировал под 12 ШС сделать возможность. Ну, то есть, чтобы можно и было иметь возможность расточить, просверлить, например, и перенарезать резьбу, сделать более мощную деталь в целом. Ну, не знаю, решил остановиться на 10-х, все-таки их там должно хватать. Они все же тоже около 4 тонн на разрыв выдерживают, даже больше, по-моему. Ну, а те, которые будут стоять, очень прочные, очень качественные, ну, там вообще гарантированно все должно выдержать. Если, допустим, 5 тонн выдерживает, то зачем нам в общем целом больше? Там таких нагрузок быть не должно. Даже если мы налетим на какой-то камень там или еще что-то, болид должно просто в принципе вверх подкинуть, так как он легкий, у него на каждую ось 100 килограмм, 100-150 максимум килограмм приходится веса. И подкинуть его гораздо проще, нежели он какие-то нагрузки даст в рычаги. Вот, ну а те, которые поменьше, которые на тяге, уже нормально смотрятся. Здесь я и планировал под 10 ШС сразу. Потому что тут даже при ударе не может возникнуть таких гипернагрузок. Все-таки пружина, она смягчает все это дело.
Честно говоря, не знаю, что будет в следующем видео, потому что нужно отдавать детали, нужно рогатки отдавать на фрезеровку, то есть те, которые будут с другого края стоять. И надо дождаться карбоновые трубки, потому что я решил применять здесь карбоновые трубки меньшего диаметра и перезаказал их. Так что с этим видео все, ребята, ждем следующих. Как и прежде, российская монетизация на YouTube заблокирована, а от зарубежных пользователей не особо-то и много поступает финансов и средств. Поэтому, ребята, ссылочка, как и прежде, находится у меня в описании. Вдруг кто-нибудь захочет помочь каналу в развитии, помочь на создание болида и так далее. В общем, всем еще раз спасибо за просмотр, еще раз спасибо за донаты. Всем пока, до новых встреч, друзья. Реально можно на продажу уже вот это вот выставлять дело. Дичь.